Маш, ну ты же знаешь, что поездки на мотоцикле это не быстрое дело. И это наша первая остановка на пути из Сан-Франциско. Куда? Вот так вот из Берлина в Сан-Франциско, из The Barn в The Mill. Очень неожиданный выбор, понимаю. Некоторые вон живут наказанные отдельно. Нас не пустили на байке через 17 миль. Пересаживаемся на мотодом, потом мы арендуем Теслу. Вкусно, Ма? Свежий сыр, копченый лосось. Ой. Это очень вкусно. Попробуем. А вы так не застегиваете куртку? Дубль 2. Подъезжаем к пропускному посту. С утра уже полдня едем, еще из Сан-Франциско не выехали, а уже едем. Все, поехали. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Даже не повисела там, как обезьянка. Вот так вот из Берлина в Сан-Франциско, из The Barn в The Mill. Так и живем, ребята. Замил это мельница. Мельница стоит внутри, за дверью. Она достаточно громкая, плюс мука, поэтому ее отделили за дверь. Большое пространство для создания хлеба и печи, и разные тестомешалки, и прочее, прочее. И отдельная точка для кофе, самого разного, но очень-очень-очень классного кофе. По сути, ребята создали такой популярный завтрак в Америке. Это кофе и тосты, но очень крутого качества. Я имею в виду и хлеб, который здесь выпекают, и кофе, который здесь делают. Очень простые тосты. В основном они идут с каким-нибудь джемом, со сливочным маслом, или, например, с пастой из миндаля и с морской солью, например, или, например, с крем-сыром и травами и прочее, прочее. Очень простые сочетания. По пятницам здесь делают пиццу, и, пожалуй, это все меню, которое здесь есть. Обожаю это место. Создал его Джози Бейкер. Это пекарь из Сан-Франциско. Чек. Вот такой человек. Целые миндалинки. И это первая наша остановка по пути из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Смотри, лапки. Вам может показаться это очень странным, потому что обычно мы едем и едим, и, как может показаться, ничего больше не делаем. Но иногда, в то время как остальные туристы в Сан-Франциско ходят в музей МоМА, ходят на 39-й пирс, ходят по ресторанам и прогуливаются по городу, мы решили поехать в очень неочевидное место. Это самый большой в Сан-Франциско приют для котов и собак. Очень неожиданный выбор, понимаю? Вот, но очень интересное место. Adoption Center назван в честь собачки Мэдди, которая была любимицей семьи по фамилии Даффилд. И они основали этот центр в 1998 году в честь своей маленькой собачки.
центр держится за счет пожертвований людей и организаций. Например, здесь вот перечислены организации, даже здесь есть семья, например, Робертсов, которые пожертвовали больше 5 миллионов долларов на содержание. Вот здесь перечислены те, кто пожертвовал больше $1 миллиона. И так дальше вы можете посмотреть. И вот здесь те, кто там пожертвовал 5000 и больше. Вот их имена здесь перечислены. Нет, минимально можно пожертвовать сколько угодно, просто здесь на этой как бы доске подсчета спонсоров, можно так сказать, перечислены самые значимые доноры и спонсоры, которые перечислили огромные деньги и помогли этому центру. Идем дальше. На ферме в Украине у Андрея несколько собак, несколько котов. Так что мы практически в теме. Ох, он выпил молочка, и у него на губках осталось молочко. Видишь, это Тонио. А вот некоторых животных находят парочками. Это означает, что, возможно, они и в уличной среде жили парочками, да? Вот одни из таких, вот они рядышком, Билли и Матей, мальчики оба, живут вместе, едят вместе, спят вместе. Вот. И забрать их тоже по возможности просят тоже вместе. Кстати, здесь можно прийти и забрать животное бесплатно. Это бывает нечасто, но это такая, знаешь, как раздача взрослым. Посмотри на него. Взрослых котов. Посмотри, как тебя зовут. Спарки. Смотри, какой красивый. О, ты мне так нравишься. В центре работает официально около 400 людей и более 1000 волонтеров, которые ежедневно приходят, общаются, чешут за ухом и прочее. Вот видишь, написано: волонтеры помогают мне быть здоровым и счастливым. Как стать волонтером? Вот, почитайте здесь, Сан-Франциско spca.org. Над некоторыми из комнат работали дизайнеры, это же Сан-Франциско, да, Golden Gate, в виде дома для кота, собственно, для Энса, который приветствует нас задом. Очень много взрослых бабушек, которые сидят вместе с котами, чешут их, гладят и общаются, и кайфуют, между прочим. Интересно, что здесь в приюте существует такой департамент психологов, специальных собачьих, которые после изучения характера собаки, то или иной, имеют возможность дать разрешение, да, подселить собаку к другой собаке, и какой именно, или не делать этого, и некоторые вон живут наказанные отдельно. Но они все такие, знаешь, уличные, да? Никакого тебе лоска. Ну какой лоск в Adoption-центре? Как это было, я недавно тебе стих читала. Быть может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Да. Каждый год забирают из центра около 5500 собак и котов. Они уходят в новые семьи. Для того, чтобы взять животное из приюта, нужно заполнить такую анкету. Очень важно, где вы живете сами. Если у вас съемная квартира, то вы должны взять разрешение от арендодателя, что он разрешает вам взять то или иное животное. Точно так же, если вы живете с родственниками, должны прийти, член семьи, да, должны прийти и тоже дать свое согласие на то, что с вами будет теперь новый друг жить. Сколько стоит Если мы говорим про щенка, видишь, до 5 месяцев, это стоит $350, а если мы берем уже взрослую собаку после 5 месяцев, это стоит $175. В Сан-Франциско работает государственная муниципальная служба, которая называется City Shelter. Если вы считаете, что, например, ваш сосед или ваш знакомый плохо относится к собачке или к котику, можно позвонить в эту службу, они приезжают, офицер приезжает и изучает обстоятельства. Если он посчитает, что к собаке или к животному плохое отношение, он может конфисковать собаку и привести в такой центр, как этот. И у вас есть право обжаловать это решение через суд и доказать в суде, что это неправильное решение, и вы можете вернуть обратно собаку. Вот так вот это работает в Штатах. Максимально плотно садиться и не крутиться. И еще нужно минут 5 походить в шлеме, минут 5, для того, чтобы понять, где он давит вам, потому что если он давит вам, и вы ничего не сделаете, потом будет очень раскалываться голова. Давай тебе выберем. Давай.
Тебе нужно small, да? Я думаю. And beautiful. Small and... Можно серый, one. ну пускай будет серый. Small, наверное, мне нужен M. Ой, нет. Лучше серый. Лучше? Да. Он некрасивый. У меня нормальный. Он некрасивый. Все. Улыбнись. Все. Сейчас поедем выбирать байк, то есть пойдем. Вот он, наш красавец, видите? Это Harley Davidson, легендарный Harley Davidson Electroglide в полной комплектации с огромным багажником, в который можно вместить всю квартиру. Наконец-то мы поедем. Ну вот, приехали сделать первый, так сказать, первые кадры нашего путешествия по хайвей номер 1, Pacific Highway в Америке. И хотели его начать вот с этого места, где открывается великолепный вид на Golden Gate Bridge. И видите, вот за нами, вы не поверите, но за нами Golden Gate Bridge. Это очень знаковое место для меня, потому что ровно 5 лет тому назад я был на этом месте, вот на этом пирсе. Я сказал, хочу, первое, чтобы моя свадьба была на этом побережье, на этой красивейшей части Калифорнии. И второе, я сказал, что я хочу проехаться со своей будущей невестой на байке по дороге номер 1, Pacific Highway она называется. Californian Pacific Highway, который идет от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. Примерно 600 миль. И вот сегодня мы начинаем этот трип с моей уже женой Машей. Вот так вот. Мечты сбываются. За мечты? За сбычу мечт. Ой, да. Давай. Ты же где ты петличку не съела? Куртка Harley Davidson демисезонная. Жилетка дутая Lululemon 1 штука. Толстовка Lululemon толстая 1 штука. Футболка Lululemon 1 штука. И это, ребята, август на байке в Калифорнии. Сейчас я вам расскажу кое-что про этот городок, милый, где мы находимся. Это удивительный город с огромной историей. Это великолепное место, которое называется Монтерей. Монтерей находится на Монтерей-Бэй. Вот чем известно это место? Это место получает больше всего туманов за год, больше, чем Сан-Франциско. Почему? Обусловлено это тем, что под водой в этом месте находится риф, очень глубокий. Поднимаются наверх холодное течение Тихого океана. И когда горячий воздух, разогретый солнцем, южный, соприкасается с холодным океаном,
конденсируется вода и падает туман. Видите, снова находит туман. И вот когда гуляешь по этому городу, на деревьях видно, висят водоросли морские. Вот такая экосистема возможна только здесь, благодаря тому, что ты постоянно в воде. По сути дела, деревья это тоже находятся в воде, потому что влажность колоссальная, 100%. Что еще интересно? Значит, городок, в котором живет 30 тысяч населения, когда-то был столицей Калифорнии. И это был единственный порт, в который могли попасть экспортно-импортные товары. Монтерей был городом рыбаков, которые вылавливали и перерабатывали сардины. И все постройки здесь были предназначены именно для этого промысла и бизнеса. Сейчас, конечно, это уже актуальность потеряла свою, и все эти склады, и все эти заводы переформатировались в какие-то торговые центры, в какие-то туристические достопримечательности, в рестораны, в кафе. В общем, здорово. Живой город. Сейчас мы поедем с вами на невероятно красивый участок побережья Монтерея-залива, который называется 17 Miles Drive Road. Это дорога, которая протяженностью 17 миль проходит в самом живописном месте залива Монтерей. Ребята, вы видите, это полный пипец, туманище. Здесь самая красивая часть дороги и такой туман. Нам надо погулять полчасика где-то, может быть он развеется. Ну смотри, тебя там ждут. Давай, зови тусовку. Тусовка. А, вон, сейчас это придет сейчас. На руку мне нет. Иди, да, иди. Слыши, какой кайф вообще. Да. Но скорее. Видишь, подрались из-за куска. На Pacific Groove стоял хруст. A crunchy time. Ты меня поставишь. Я ее за щекой целый. И она все не пришла. Давай. Я так счастлива, что самую красивую часть дороги мы проедем в хорошей погоде, в солнце, и увидим все самое красивое, что может дать нам это место. Поехали. Пора. История о том, как на пути к мечте возникают препятствия. Мы приехали на въезд на дорогу 17 Miles Drive и офигели. Здесь мотоциклом нельзя ездить. Вот такая вот засада. Подкрался, как говорится, неожиданно пипец. Жители, которые здесь живут, это celebrities, всякие кинозвезды, кинорежиссеры, очень богатые люди с Силиконовой долины. Они просто решили, свои правила установили. Они просто решили, что мотоциклы им мешают. Они шумят, они колоннами, они, может быть, ведут себя неадекватно. Поэтому просто мотоциклам запретили заезд. Для автомобилей въезд разрешен, въезд стоит $9,5. Вот. Мотоциклы не пускают, на дронах летать нельзя. Что сейчас будет делать, непонятно. Андрей пошел спрашивать, что мы можем делать.
и надеюсь, что у него есть решение, потому что гениальные решения у него есть всегда. Мы решили взять машину и вернуться снова, потому что мы не можем не снять эту красивенную дорогу. Пока у нас, ребята, обед, поскольку у нас наш канал называется «Едем и едим», мы не могли не выбрать самое красивое место на этой дороге и не пообедать. Маша, расскажи, пожалуйста, что это? Это острая сальса с томатами, кинзой и чесноком. А это? Гуакамоле. Гуакамоле, сальса с томатом и чесноком. Это у нас, что это у нас, оливки и фета. Это греческая тема здесь в Америке. Да. У нас есть пино-нуар. Поскольку в Америке нельзя пить и показывать бутылки на людях, нам пришлось втихаря налить это все в багажнике мотоцикла и уже в стаканчиках, как от кока-колы или от кофе, пить это здесь. Вот Маша делает бутербродики. Смотрите, это гуакамоле и хлебца, очень healthy, да, такие. И посмотрите, какой у нас $1 million view из нашего ресторана. Это Pacific Highway, примерно середина дороги до Бюксюра от Монтерея. И мы просто решили встать и пообедать здесь. Вот такие вот дела, ребята. Вкусно, Маш? И хорошо, что уже тепло стало, правда? Отогреваемся. Месяц тому назад эта дорога была закрыта. И мы думали, что, как нам не повезло прилететь в Америку и не попасть на эту дорогу. Как видите, уже обвал ликвидировали. Здесь обвалилась целая гора вместе с дорогой. Вот. Сейчас обвал ликвидировали, но сделали пока только одну полосу. И мы ждем на светофоре встречный транспорт. Славненькие, это ждуны. Помнишь, был такой ждун, который сидел и ждал? Так это же он. И почему морские слоны? Потому что у них, во-первых, что они огромные, а во-вторых, потому что у них здесь на носу такой как полухобот, да, такой нарв. Да, смотри, там серферы, двое, да, так рано. Какая температура воды? Да, градусов 12, наверное, градусов 12, не больше, да. Ребят. Да, вообще. The route is being calculated.
так жарко, как там в долине, да? Ой, ну да, тут попрохладнее, но не намного. Долгие поиски, бессонные ночи и в итоге метод научного тыга позволили мне найти этот ресторан. Называется он Делар. Идем. А как туда зайти? Закрыто, серьезно. Устрица, манго, кориандр. Это очень вкусно. Попробуем. Мы проехали Санта-Крус, Монтерей, Камбрию, Санта-Барбару, Малибу, Санта-Монику. И сейчас мы в Беверли-Хиллз. Видите, здесь за нами этот район начинается знаменитый Беверли-Хиллз. Проедьтесь по этой дороге, если не на байке, то хоть на машине. Перед этим стоит вначале жениться. Это тоже было бы. Да, это удивительный опыт, удивительный. Будьте как бы бдительны, потому что в августе здесь гораздо на том побережье, где Монтерей, да, и Сан-Франциско гораздо холоднее, чем в сентябре. Вот, поэтому, возможно, сюда лучше даже приезжать в сентябре, а не летом. Сентябрь, октябрь, они говорят, что местные говорят, что здесь гораздо более теплый. Да, это, кстати, удивительно, как климат поменялся. Вот сразу после Камбрии, да, вот до Камбрии было холодно, и мы одевали на себя вообще все, мы одевали все на себя, было. да. И после Камбрии мы раздевали себя. Все, что только было, да, потому что здесь невероятно вот течение в океане доходит до Санта-Барбары холодное, и за Санта-Барбары уже теплое. И вот сегодня утром океан нас грел, а до этого океан нас охлаждал. Да, удивительное путешествие. И мотоцикл неплох, да? И, Харли кстати, Дэвидсон. мы же вернемся на нашу дорогу, на 17 Miles Drive. Да, потому что нас не пустили, на байке, поэтому мы решили взять Теслу. Последней модели номер 3. И мы сейчас на ней собираемся проехать. Все-таки мы собираемся проехать 17 миль. Так что вот она, наша красавица. Мы сейчас порулим через Pacific Grove. Держи, Машуль. Просто нужно знать Андрея, человека, который абсолютно неугомонный. Закрой дверь, она не может припарковаться, к сожалению. Человека неугомонного в своих желаниях. То мы едем на байке, потом мы пересаживаемся на мотодом, потом мы арендуем Теслу. Да. Чему я очень рада попробовать новое, прокатиться по самым красивым местам на этой машине, прокайфовать. Ребята, дубль 2. Подъезжаем к пропускному посту 17 Miles Drive во второй раз в нашем путешествии. Первый раз, напомню, мы делали это неделю назад, да? Больше недели назад, почти 1,5 недели, когда приехали сюда на байке, развернулись и уехали, потому что на байке нельзя. И мы вернулись сюда на автомобиле. Вот. Сейчас я тихонечко сниму, если мне разрешат. Она сейчас пишет. Да, я знаю, мы тихонько. Ты, конечно, против, но я все-таки пропишу.
Hello, sir. I can give you 25. So it's only 10. Thank you. We made it finally. Здесь живут очень обеспеченные, скажем так, богатые люди. Средняя стоимость недвижимости на этой дороге 20-30 миллионов долларов. Когда-то вся эта земля принадлежала китайской диаспоре. Там китайские рыбаки здесь просто делали какой-то промысел, потом они продали это там за какую-то смешную цену железнодорожным магнатам, которые начали вкладывать сюда деньги. Здесь построили гостиницу, гольф-клуб в 19 веке и начали приглашать сюда самых знаменитых и влиятельных людей Америки, делать им экскурсии и развивать это место. Это такое место силы для нас, да, наверное? Да. Где мы черпаем какое-то вдохновение. Здесь очень красиво, очень комфортно. И мы вернулись сюда. Может быть- самое обидное было, что мы только что увидели байкера. Да, но я думаю, что байкам, которые здесь живут, Разрешается, владельцам, да? конечно, они ездят здесь по Савентиман. Да, Значит, по что? туристам нельзя. В следующий раз нужно приехать и здесь жить. Замечательно, что вернулись, правда? Да, ну вот из всей трассы, которая вот калифорнийской, да, наверное, это самое красивое место, правда? Да. Давай сделаем выбор вдвоем. Давай сделаем выбор, да. Мы делаем выбор вдвоем. Чудесно. Дальше мы улетим в Сан-Хосе, потом в Портленд. А потом на Аляску. Ребята, мы придумали классный челлендж. Сегодня мы будем на нескольких винодельнях здесь, в долине Уилламет. Мы приехали на первую винодельню, которая называется Патрисия Грин. Мы на винодельне, который называется Saffron Fields. У Маши Пино Нуар – это ее любимое вино. И мы, когда планировали этот трип, такой наш Just Married Trip, Открыть в 2026 году. А, классно, через 7 лет. Самая европейская из всех виноделин, на которой мы сегодня побывали. историю немного рассказать этой долины. А что, мне бокал вина? Нет. Можешь пока сама говорить, я бокал вина.